Друзья, вот такой вот PCI SSD, это Transcend, это NVMe диск Gen 4 X4 с драм-кэшем, типа размера 2280, абсолютно новая модель, это, знаете какая, ну вообще они знаете как ее читают, MTE 250S, но на самом деле это TS1 TMTE 250S. Короче, с обзором на канале Технозон, поехали. Для начала сразу же ее раскроем, вернее распакуем, распечатаем. Видите, она у меня запечатанная. Очень сильно загорелся ее купить. А знаете откуда? Прочитал новости на таких интересных сайтах и думаю, блин, прикольная штукенция. А мне как раз вот в этом ноуте, он на Core i7 12 поколения, еще и с PCI Express 4, последняя модификация, у меня как раз там SSD-шник стоит простенький, без драм-кэша. Очень сильно выдалбывает меня, когда я копирую большие объемы информации и когда работаю с облаком. Когда переношу с облака и на облако. С облака и на облака. Вот так вот. Да, на облако и с облака. Это ужасно. Короче, смотрите. MTE 250S. Вот она, смотрите, вот такой вот MTE 250S. Выглядит все это вот таким вот образом. Это версия на 1 терабайт. Их существует две версии на 1 терабайт и 2 терабайта, но я подозреваю, что скорее всего производитель в будущем расширит линеечку. Чипы у нас, конечно же, стоят Transcend. Это, скажем так, не OEM продукт. Имеется в виду, знаете, как там бывает, компания какая-то купила OEM чьи-то чипы, натулила и выдала за свой SSD-шник. Нет, здесь чипы Transcend и сам по себе M2 NVMe SSD тоже Transcend. Давайте посмотрим сначала на сайт производителя, что там заявляется по, скажем так, техническим характеристикам. Ну и, конечно же, подписавшись и нажав колокольчик, вы не пропустите дальнейшие наши обзоры. А еще, кстати, в описании под видео мы разместили ссылки на продавцов, на этот самый Transcend. Итак, мы на сайте производителя. Есть сразу же у нас раздел совместимость. Первое, что бросается в глаза, тут есть практически все знаменитые продавцы, но, вернее, не продавцы, а производители. Я вам скажу так, что не обязательно со всеми этими производителями он совместим, он может быть совместим и с ноунейм производителями, просто здесь проверенные. И если вы здесь откроете, то посмотрите вот на все моменты совместимости. И давайте глянем спецификации. Ну, что мы имеем? Вес у нас всего 10 грамм. Здесь размеры, конечно, приведены. Размер M2, вернее, тип M2 2280. Шина NVMe PCI Express Gen 4 X4. Это вам не Gen 3. 3D NAND Flash у нас, Flash Type. И емкости есть 1 терабайт и 2 терабайта. Рабочая температура от 0 градусов до 70 градусов. 3,3 вольта плюс-минус 5%. Тут они заявляют о том, что и 1, и 2 терабайта могут читать в прямом чтении до 7100-7200 на 6500 и 6200 соответственно. Тут еще кое-какая производительность, что нас не сильно-то и волнует. Почему? Потому что проверять-то будем сами. Наработка. До отказа 3 миллиона часов. Вы можете себе представить вообще, то есть насколько это много. То есть вообще это рассчитано, видите, как они пишут, DWPD, это расчетное время использования на день, и фактически тут рассчетно на 5 лет. А почему на 5 лет, я вам могу сказать, потому что они дают 5 лет всемирной гарантии, то есть это worldwide guarantee, и это очень круто. То есть редко кто дает, ну в принципе производитель может дать, потому что знает, о чем идет речь. И тут они, конечно, пишут, что скорость может зависеть от конфигурации ваших девайсов, ваших компьютеров, особенно с некоторыми материнскими платами на PCI Express X2. Ну и тут, конечно, есть поддержка у нас Smart, Advanced Garbage Collection, Rate Engine, LDPC Coding и Drum Cache. Drum Cache очень важная штука. Попробуем, конечно же, фирменное приложение SSD Scope для мониторинга. Это обязательно. И уже тогда будем о чем-то говорить. Смотрите. Сейчас мы его замонтируем в наш SSD контроллер. Не контроллер, а переходник. Почему? Потому что я хочу эту штуку засунуть, знаете куда? Смотрите, у меня здесь есть комп. Вот есть здесь комп у меня. Здесь есть вот шина, куда идет такая металлизированная. Все знают, да, что тут PCI Express на металлизированной шине на Asus ROG последних. И я прям хочу напрямую туда, чтобы получить вот максимальную производительность. Я не буду пихать это в M2 различные разъемы. Почему? Потому что они заняты уже дисками. Это раз.
а во-вторых, я хочу получить максимальную производительность. Здесь поддержка, да, кстати, поддержка здесь NVMe ревизии 1.4. То есть, смотрите, у нас вот таким вот образом это все дело будет выглядеть. То есть симпатичненько, симпатичненько. Взяли сюда, втулили, смотрим, да? А ну, смотрите, взяли сюда, втулили. Щелк. Мы уже делали обзор на эту штуку. Кстати, ссылка на обзор лежит в описании под видео. Можете пойти посмотреть. И ссылка, кстати, на продавца на такую штукенцию. Ну что, я перехожу уже на тесты. И, конечно же, мы уже сделаем резюме после проведенных всех тестов. Ой, друзья, установили. Сейчас мы посмотрим, вот он у нас пустой, диск H. Если посмотрим в устройствах, то видим здесь у нас, да, там TS1, TMTE 2505. То есть есть, все отлично. Ну и управление дисками, само собой, мы его разметили. Вот он у нас где там, сейчас развернем. Вот мы его отметили, диск H, вернее разметили, 931 доступный у нас из коробочки. Ну пустой так. Получилась такая емкость. Тестирование его скорости, вот из-за скорости с драм-кэшем я его, конечно, и брал. Мы сейчас с вами запустим тест и уже вернемся буквально за секунду для вас. Сидеть ждать, пока он пройдет, нет смысла. Выбрали NVMe SSD в настройках и стартуем. Ну и мы видим с вами вполне логичные результаты, но я вам скажу, эти результаты даже маленькие. Почему? Потому что конфигурация нашего оборудования на текущий момент не позволяет реализовать его полную мощность. Но при этом мы получили с вами ну, почти 6700, давайте так, я буду округлять, почти 6700 прямого чтения. Это, ну, они заявляли 7.2 или 7.1, но мы получили 6700. Тут, опять же, они там делали сноску, что все зависит от конфигурации вашего оборудования. У нас, к сожалению, нет M2 полноценного X4, но мы впихнули в PCI-Express 4, Gen 4, 4X, то есть, в принципе, он работает. На запись 4900 почти 5, грубо говоря, и все остальные цифры вы видите, то есть, это PCI-Express 4. Мы, конечно же, со временем, мы его оставляем себе однозначно, потому что нам очень понравился, то есть, по скорости это реально пушечка такая, знаете, особенно в рандомном чтении, это тоже вообще больше 3 на чтении на записи, это очень-очень достойно. Поэтому, ребят, мы рекомендуем. Он практически не греется. Мы сколько его тестировали, 40, 43, 45, 47 градусов. Ну, как бы так его сделали хорошо. Поэтому мы рекомендуем данный M2 NVMe, будем использовать, будем наблюдать за его жизнью. Конечно же, подписавшись на наш канал, вы будете дальше следить за его, скажем так, судьбой. Мы его планируем сейчас в NAS засунуть, попробовать. Кстати, Synology 923+, там разрешили добавлять NVMe в пулы, поэтому вот очень классная тема будет. Ну что, с вами был Bubble на канале Технозон. Пока.